Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и сейчас одним кадром вы увидите обзор на смартфон iPhone 15. Как раз на него я и снимаю, у него направленный микрофон родной работает. Картинка с одной руки, в руке у меня просто штатив, не стабилизатор штатив. Вот сейчас я максимально, наверное, далеко вытяну его, чтобы вы могли видеть картинку полностью. Напоминаю, что меня зовут Саня, и таких обзоров одним кадром у меня много. Сейчас я вам расскажу основные спеки устройства, основные минусы, которые я уже выявил, и в конце резюмирую, стоит ли вообще это дело приобретать. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, основной канал Пользы.нет. Напоминаю, что Пользы.нет Live у меня это раз экспериментальный канал, и два для такого вида контента, который нестандартен, скажем так. Никакого шаблона здесь нет, я иду и рассказываю то, что я помню о девайсе или какие-то основные моменты, которые мне понравились или нет. Первое, что мне не понравилось. Мне не понравилось у Яблока предзаказ. То есть там, где я покупал, всего 360 человек приобретало по предзаказу, но очередь намеренно задерживали. Специально отключили две кассы, оставили одну, и поэтому первые 46 человек прошло за 3 часа, и потом буквально, не знаю, там включили вторую кассу, и они делали все быстрее, когда уже магазин а-ля закрылся. То есть искусственно ходили, на видео снимали, что у них космические очереди, хотя это было не так. Следующий момент, что мне не понравилось в принципе в самой подаче, в том, что аксессуаров оригинальных практически нету. То есть если вам нужен, допустим, кабель USB Type-C версии 3.0 для 15 Pro Max, то там, где я его покупал в официальном ресторе, его просто не было. И таких вещей просто море. Но не об этом я сегодня хотел рассказать. В первую очередь хотелось бы рассказать о, собственно, айфоне. В чем его плюсы, минусы и сразу сходу. Если говорить про камеру, она здесь хорошая. То есть ничего не поменялось в худшую сторону. Можно плюс еще выставлять, переходить на ультраширик. Картинка по мне просто волшебная. То есть по-другому не сказать. Если говорить про автофокус и все остальное, даже нечего ждать, что их там будут допиливать. Снимает смартфон классно. Если говорить о его каких-то качествах из разряда стоит ли покупать сходу, конечно же нет. Объясняю почему. Потому что мы находимся с вами в 2023 году, и, к сожалению, когда многие говорят, что вот по плавности все и так понятно, что 60 Гц у iOS за счет оптимизации это как 120 Гц у Android, нет, это не так. Это прям даже близко не так. Если вы возьмете OnePlus какой-нибудь, более-менее, не знаю, в стоимости долларов 300, и возьмете Яблоко, то увидите, что плавность просто очумевше разная. Следующее, по поводу игр. Как он сбрасывал яркость, так и сбрасывает. Уже на лайв-канале у меня есть обзор. Можете посмотреть. Я пытался его гонять в PUBG. В PUBG он, получается, у нас яркость сбросил только в 2 раза. Это прям хорошо. Почему? Потому что он сбросил до того уровня яркости, при которой нормально работает Poco F5 Pro. То есть яркости у него достаточно. В стоке картинка у него выдает в яркости 1300 люксов. И это так же, как и на 14 Pro Max. Иногда, кстати, он выдает 1,4 люкса, тысяч люксов. Очень яркий экран. Шумит он на некоторых процентах, но мне кажется, что, ну, опять же, там шум не 100, а 30%. Это тоже не космос. То есть экран реально хорош, не считая герцовки. Если говорить о скорости зарядки, она осталась непростительно долгой. 1 час 16 минут от 0 до сотки, это, конечно, боль. Притом первые 20 минут он разогревался у меня до 41 градуса. И я вам скажу, что это тоже не особо приятно. Приятно, что они здесь оставили механический переключатель звука, потому что вот эта кнопка, которая находится в титановом Pro Max, который у меня на руках также, к сожалению, меня прям безумно расстроило. И я вам скажу, что расстроило это еще и мягко сказано. Почему? Потому что там остаются отпечатки, как будто у вас бэушный девайс. То есть металл имеет внешность состаренного железа. Там титан черт знает каким сплавом, но смысл в том, что без чехла это выглядит, как будто он просто нереально затертый. Но это про Pro Max. У этого смартфона таких проблем нет. Механическая рамка, разумеется, одна симка, 2 симки, если вы будете покупать китайский вариант этого смартфона. Мы же помним, что там нет eSIM. Здесь аж 8 eSIM-ок вроде бы можно сохранять, 2 пользоваться.
Но эта история все ни о чем и курам насмех, потому что в основном, когда ты покупаешь яблоко, не ты, а в основном, когда люди приобретают яблоко, они пользуются большим количеством сервисов от яблока. У нас эти сервисы потихонечку начинают отмирать. По фото оно стало лучше, но вы и так прекрасно в курсе. Если говорить про перегрев во время игр, повторяю, что на 60 FPS в Геншине невозможно играть, потому что он сбрасывает, чтобы вы понимали, не просто там в 2 раза, в 3 раза, он сбрасывает практически в 5 раз, почти в 6. То есть у него в стоке 1,4 люкса, 1,4 тысяч люксов, а в игре на 60 FPS он сбрасывает до 0,23. То есть почти, в 6 раз. В 6 раз сбрасывая яркость, вы получаете яркость вообще несмотрибельную. На ярком солнце пользоваться смартфоном можно без проблем. Экран позволяет. По поводу остальных каких-то фишек, где они сэкономили Wi-Fi 6 серии, даже не 6E. Но это какая-то дичь. Но это просто дичь. Разумеется, нет никакого мини-джека, нет никакого инфракрасного порта, нет никакой возможности подключать, туда запихивать карты памяти. Все стандартно по фэншую, как они любят. Есть возможность снимать с киноэффектом, как любят делать блогеры. И я сам этим пользуюсь, очень удобная штука. Есть возможность подключать различные виды микрофонов. Сейчас мы это не делаем. Сколько будет весить файл, я вам сообщу. Вот сейчас X2, вы посмотрите, как работает. Много исходников в личную телегу скидываю, извиняюсь за голос, потому что болею. И вот так вот подло меня болезнь настигла, когда вышли новинки от Яблока. Еще сейчас будет 2 новинки от Xiaomi. Как говорится, будем обозревать на локтях. Потому что по большому счету, зачем нужен блогер? Чтобы выявить какие-то недостатки, о которых вы не знали. Но я думаю, об этих недостатках вы и сами знали. Просто вот когда говорят, что не существует ни одного Android-устройства настолько крутого, чтобы соперничать с Яблоком, вот конкретно с этим Яблоком много кто может посоперничать. И Oppo Find X6 Pro, и iQOO 11s. Ну хорошо, вам нужна фронталка, вы скажете, ну у него же фронталка 4К 60 FPS снимает, у Яблока. Я скажу, да, вы правы. Тогда пойдемте посмотрим на Samsung. И все. Ну, у Samsung шим где-то больше, где-то что-то лучше, но у них стоимость в 2 раза ниже. Ну ладно, даже не в 2, на 60%. Тоже влагозащита есть. По большому счету, конкретно у этого девайса конкурентов море. И эти конкуренты будут являться премиумом и в верхней линейке, а не нижним сегментом. И все бы ничего, я говорю, но оставшаяся медленная зарядка с этим Type-C-шником, это, конечно, перебор. То есть это безумно непривычно в 2023 году заряжать телефон больше часа. Если говорить о автономности, то же самое. Они же выкатили iOS 17 серии. Я вам официально заявляю, 14 Pro Max стал на 15%. Какой на 15%? Где-то на 50% быстрее у меня разряжаться. 15 плюс где-то на 30%. Возможно, на этих смартфонах будет как-то все лучше, потому что 30% он поедает при игре в Genshin. И около 26% он поедает при игре в PUBG. Но опять же на 60 FPS, потому что ты не выставишь 90 FPS на экране, у которого 60, правильно? И оптимизация класс, корпус класс, все отлично, но все равно есть ощущение, что тебя наегорили. Потому что за эти деньги, если брать Pro Max или прошку, я скажу, что альтернатив нет, вы увидите также обзор одним кадром. И те, кто покупают, правильно пишут, что для блогера надо, потому что я, допустим, под съемы все делаю, опять же, на Яблоко. Я покупаю iPhone из-за камеры. Остальные какие-то вещи, я считаю, как минимум, нет смысла переплачивать. То есть это то устройство, которое, вот вы, если сейчас купите iPhone 15 и будете где-то с ним ходить, это будут не понты, вас будут считать нищебродом, потому что вы не докинули 200 баксов до прошки. Если вы купите обычный смарт, получается, вроде бы за большие деньги, но Android за $800 вы можете практически что угодно приобрести. Вот реально сегодня практически что угодно, кроме Соньки. И все. И все это будет, во всяком случае, в экране, по экрану лучше. И
мне до такой степени вот эти 60 Гц, если честно, убили. Я обычно за 5 лет, по-моему, ни разу не обращал внимания прям такого явного, что не стоит брать смартфон именно из-за герцовки. Вот этот смартфон не стоит брать именно из-за герцовки. Все остальные недостатки, они у всех, наверное, присутствуют. 10 минут, объем файла я вам укажу. Еще раз извиняюсь за голос. Сам не ожидал, что он так сядет. Думаю, достаточно для того, чтобы оценить, насколько хорошо этот смартфон снимает. К слову, в основном ролике я сравнивал его с Redmi K60 Ultra, который в 2 раза дешевле. Тоже защита от влаги и со всеми другими плюшками. Девайсу от меня отдельно от цены, да, наверное, кто-то приобретает с какими-то скидками, кто-то по рефлексу, у кого-то просто дети захотели. Но себе бы я такой не брал. Прошку бы взял, Pro Max бы взял. Его я взял, и 15-ку я не буду продавать по той причине, что я хочу сравнивать флагманы по съемке с ним именно. Именно с низшим, получается, как бы в линейке смартфоном у Яблока. Ниже же у них нету из новых. Они миньки не выпустили, SE-шку новую не выпустили. И чтобы примерно понимать, как далеко продвинулись Android-устройства в плане видеосъемки. Ну и фото, в принципе, тоже. Кстати, исходники фото тоже в моей личной телеге смотрите. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Смотрите другие ролики в тех же локациях, с такими же условиями, с тем же самым лицом. И оценивайте для себя, что лучше снимает. По мне, все-таки Яблоко. Опять же, мое субъективное мнение. Девайс сюда для кого-то. Добра и удачи вам, дорогие друзья.